Всем привет! Сегодня приготовим простое, но очень вкусное блюдо. Берем одну половинку куриного филе и превращаем его в фарш. Далее берем 3 картофельные средних размеров и полностью всю картошку нужно будет натереть на крупной терке. Но чтобы натертая картошка нам не темнела, мы каждую натертую отдельно картошку будем отправлять в глубокую миску с холодной водой. Таким вот образом проделываем полностью со всей картошкой. После того, как вы натерли всю картошку, ее нужно будет вот так вот хорошо промыть, чтобы убрать лишний крахмал. Затем нужно будет сцедить полностью всю воду. А затем еще вот так вот руками нужно будет хорошо отжать, чтобы убрать из картошки полностью всю жидкость. Затем в тарелку с картошкой добавляем 1 чайную ложку соли без горки, пол чайной ложки черного молотого перца. Если вы считаете, что это много, добавьте его по своему вкусу. Далее сюда же добавляем 2 столовые ложки муки и 1 чайную ложку сушеного молотого чеснока. В самом конце в эту же тарелку нужно будет вбить одно куриное яйцо. У меня, как обычно, джекпот с 2 желтками. Далее берем ложку и вот так вот просто все нужно очень хорошо перемешать, чтобы полностью все, что есть в тарелке, хорошо размешалось. После того, как вы картошку хорошо размешали, берем фарш, который мы готовили в начале ролика, и полностью все отправляем в тарелку к картошке. Это все, что есть в тарелке, нужно будет очень хорошо размешать. Как вы видите, ложкой это делать не слишком удобно, поэтому не стесняемся и берем вот так вот руками, полностью все хорошо перемешиваем. И еще в этом рецепте нам понадобится примерно 70-80 грамм твердого сыра. Его нужно будет натереть на крупной терке. Далее, друзья, нам понадобится форма для выпечки. Картошку, которую мы приготовили с фаршем, разделяем вот таким вот образом ровно пополам и одну половину отправляем на дно формы. Форма у вас может быть любая, просто ее нужно будет застелить пергаментной бумагой. Полностью всю картошку с фаршем разравниваем равномерным слоем по дну формы. Наверх на первый слой отправляем полностью весь натертый твердый сыр. Его тоже нужно будет разровнять равномерным слоем. Ну а наверх на сыр отправляем вторую половину картошки с фаршем. Тоже все хорошо выравниваем. После этого отправляем все в разогретую духовку до 190 градусов на 45 минут. Но смотрите, за временем выпечки следите по своей духовке. У каждого она разная, выпекает по-разному. Через 45 минут достаем все из духовки. Видим, как что-то у нас посередине формы бурлит. Нужно дать ему немножко остыть, а затем только подавать к столу. Но рекомендую взять вилку и вот так вот с уголка немножко все попробовать. Посмотреть, все ли хорошо приготовилось. Ну а затем нарезаем все на порционные кусочки и смело подаем к столу. У вас получится шикарный, аппетитный ужин на всю семью. Ну и посмотрите, запеканка форму держит отлично, приготовилось все просто супер, аромат стоит, что ешь все хоть с тарелкой. Ну и посмотрите, как все выглядит в разрезе. Картошка, прослойка расплавленного сыра, кусочки фарша, ай-яй-яй, какое объедение. Что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Такой вот простой, но очень вкусный рецепт сегодня получился. Если вам понравилось, обязательно поделитесь с друзьями, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!